А сейчас я хочу вкратце в общих чертах рассказать вам, как выглядит энергетическое тело или аура человека. Нашу физическую оболочку, как в луковице, окутывают друг за другом несколько энергетических слоев, тонких тел, которые в совокупности и формируют то, что мы обычно называем энергетическим телом. Каждый слой наделен своими индивидуальными функциями, но все они связаны между собой и физическим телом. Более детальное описание всех тонких тел по отдельности читайте в главе 10 «Тонкие тела. Общая информация». Размер и плотность энергетического тела напрямую зависит от количества энергии, которую человек умеет генерировать. Если он находится в критическом, близком к смерти состоянии, размер его ауры будет составлять не более 1 метра в диаметре. У человека с низким уровнем энергии диаметр ауры составляет около 3-4 метров. При среднем уровне энергии в зимнее время года аура составляет до 6 метров в диаметре при высоте около 3 метров. Летом размер увеличивается до 17 метров при высоте около 5-6 метров, а на период каждого полнолуния аура немного увеличивается. Для людей, которые занимаются целительством, духовными практиками или ведут духовный образ жизни, нормальная ситуация, когда диаметр их ауры составляет свыше 20 метров. Первое тонкое тело, поблизости к физическому телу, самое небольшое и самое плотное. Оно выступает за пределы физического тела на 1-2 мм. А все последующие, чем удаленнее они находятся от физического тела, тем меньшей плотностью и большими размерами они обладают. Все неодушевленные неживые предметы имеют только один энергетический слой, который выступает за пределы твердого тела на 1-2 мм. Этот слой являет собой энергетическую матрицу или эфирную копию, которая удерживает форму материального тела. Но когда в любой неодушевленный предмет вкладывается какая-либо программа, информация или эмоция, одним словом, любая энергоинформационная программа, то у этого предмета появляется второе энергетическое тело, которое содержит то, что в него вложили. Как вы знаете, все наши личные предметы напитаны нашей энергией. Этот же механизм заложен и в создании живых икон, святой воды и пищи, амулетов, талисманов, оберегов, статуэток и любых других предметов силы. И точно так же создаются живые предметы, через которые можно передавать все негативные программы, сглазы, порчи и проклятия. Аура человека в основном выглядит как разноцветный светящийся шар или кокон яйцевидной формы. Этот шар, как на поверхности, так и внутри, пронизан многочисленными энергетическими нитями, так называемыми эманациями Творца. Вместе с тем часто встречаются деформированные люди. Их кокон имеет форму, близкую к прямоугольной или другим замысловатым формам. Разноцветность энергетического тела обусловлена тем, что в нем происходит непрерывный круговорот энергии самого разного качества и, соответственно, самых разных вибрационных частот, которым соответствует определенная светимость. Кокон человека обычно разделен на две вертикальные полусферы с разделением посередине, по линии позвоночника. Но у некоторых людей он разделен на 3 или 4 части. Такие люди обладают редкой конфигурацией энергетического тела, и в отличие от большинства людей, они обладают неординарными способностями и повышенными энергетическими ресурсами. В центре кокона, в области груди, находится небольшой шар, который имеет интенсивную золотистую светимость, намного ярче, чем в остальном пространстве кокона. Это душа человека, которая формирует одно из тонких тел – тело души. В нашем энергетическом теле также находятся более сотни точек интенсивного свечения разных размеров, которые соединены многочисленными энергетическими каналами. Это основные и дополнительные энергетические центры или чакры, которые спроецированы по всему физическому телу, за исключением двух. Верхняя спроецирована над головой на 10-15 см,
а нижняя на 30-70 см под стопами. Основные чакры размещаются по линии позвоночного столба, от стоп до темени, по линии 3 вертикальных энергетических каналов. Общее количество работающих чакр у разных людей может существенно отличаться. Это напрямую зависит от их уровня духовного и энергетического развития. Кроме энергетических центров, у нас есть также одна небольшая, но особо яркая точка. Она называется точка сборки. Точка сборки – это сборка нашего осознания, регулятор восприятия внешнего мира или система познавания мира. С ее помощью мы выстраиваем и одновременно воспринимаем внешний мир в том виде, как мы его видим глазами. Точка сборки – это также регулятор всех психических и физических ощущений, состояний, настроений, а также формы и пола нашего физического тела, восприятия иных миров и еще бесконечного набора иных чудес. Она находится на наружной части кокона, спереди в верхней его части, а по другим данным сзади между лопатками. Светится она ярким янтарным цветом и подсвечивает некоторые близлежащие пучки эманаций Творца, которые проходят через так называемый человеческий участок восприятия. По этому участку точка сборки непрерывно перемещается, следуя за сменой наших психических и физических состояний. Кроме физического тела, совокупности тонких тел, точки сборки и энергетических центров, у человека с детства формируется еще одна, как оказывается, главенствующая структура – это эго. Но эго – это не светящаяся точка, и она недоступна восприятию видящего. Эго формируется в ближайшие годы после нашего рождения и растет вместе с нами, постепенно подчиняя наш ум, тело мыслей. Эго, если можно так выразиться, это проводник воли энергетических паразитов и хранилище всех наших деструктивных программ, которыми мы регулярно пользуемся в своей жизни. А разум – это проводник нашей души, совести и воли Творца, а также хранилище всех позитивных программ. Разум и эго – это две кардинально разные системы внутри нас, с помощью которых мы воспринимаем окружающий мир. Сравниваем все его составляющие между собой и даем им свою оценку на ментальном и эмоциональном уровне. И какая система сильнее, та и окрашивает собой наше восприятие. Разум и эго помогают нам воспринимать внешний мир. С их помощью мы способны генерировать какие-то мысли и испытывать какие-то эмоции, которые подталкивают нас к каким-то действиям. С их помощью мы тем или иным образом идентифицируем себя и сравниваем с другими личностями. С их помощью мы можем оценивать себя и свои действия, отталкиваясь от идеала, к которому мы стремимся. И именно эта оценка каждую секунду нашей жизни влияет на то, что мы думаем о себе, что мы думаем о других и о жизни, как мы себя при этом чувствуем и что в связи с этим собираемся делать. Также достаточно часто в энергетическом поле людей наблюдаются различные подселения и каналы привязки, как враждебные, так и дружественные нам. Это могут быть люди, энергетические вампиры, души умерших животных или людей, лярвы, демоны, бесы, ангелы, хранители, боги, полубоги, учителя, святые, тотемы, эгрегоры, родовые и приобретенные программы, прижившиеся магические программы, сглазы, порчи, проклятия, заклятия, программы на удачу, богатство, здоровье и так далее. И что-то из этого может жить в нашей ауре, а что-то просто имеет каналы привязки и живет вне нашей ауры. Кстати, хочу очередной раз вам напомнить о важном моменте. Это очень пригодится вам в качестве дополнительного аргумента по необходимости удаления своих негативных программ. Любое магическое воздействие на человека, как позитивное, так и негативное, становится возможным лишь потому, что программам, которые приготовлены и посланы священнослужителями, магами, ведьмами, шаманами, колдунами, есть к чему присоединиться в ауре человека.
Им просто есть через что войти. Если мы говорим о негативных воздействиях, то, как вы, наверное, уже поняли, такими точками и каналами входа в нашей ауре являются все негативные программы, которые по своим вибрациям сходны с вибрациями любых негативных привязок и подселений. Маги присоединяют эти программы или к конкретным чакрам человека, или к слабым местам в его психоэнергетике. Впрочем, магические программы и сами легко находят точки присоединения по аналогичному типу вибраций. Затем они вживляются в ауру, подключаются к чакральной системе, а через нее к нервной системе, ломают привычную работу чакр и через них пытаются управлять телом мыслей, телом эмоций, а через них уже физическим телом. Одновременно с этим они берут под контроль все негативные программы, их союзников и слуг, а также пытаются заблокировать все позитивные программы и дружественные силы Вселенной, которые нас защищают и помогают. Но тут есть один важный момент. Приживутся ли они или будут нейтрализованы, это зависит от целого ряда факторов.